Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Лана, и я рада приветствовать вас на канале Нави Valorant. Сегодня я возьму небольшое интервью у нашего игрока Кирилла Облако, a.k.a. Cloud, и нашего тренера Димы Смарт7. Мы немножко поговорим об успехах команды, об их планах на будущее, о предстоящих турнирах, и в конце у нас будет небольшая фановая рубрика, так что советую вам смотреть до конца. Приятного просмотра! С бонусов накопила. У меня в руках Нави карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы КС игроков и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. А еще здесь есть специальный слот не только под ваше имя, но и никнейм. Создай свою Нави карту от Тинькофф. Давайте немного поговорим о ваших последних успехах и расскажите вообще о ваших впечатлениях от последнего турика, который вы играли. Это Meta Open Valorant, насколько я знаю. Как вам вообще понравилось играть с такими командами и как он прошел? Турнир, так сказать, был не самого высшего уровня. Мы играли просто для того, чтобы поднабрать побольше турнирного опыта для следующих турниров, таких как, например, вот будет Red Bull. Также мы и сейчас играем такой же турнир. То есть это у нас нету цели порвать всех, занять топ-1, потому что это не тот турнир, на котором нам это нужно. Вот, мы просто набираем свою форму. То сыграют слишком агрессивно, то сыграют слишком пассивно. Во всяком случае, есть очень много вариантов, но ты не знаешь, как они будут делать. Но тут Клауд, какие минусы, это уже 4 в его исполнении. 5 он забирает, это эйс от Клауда, какая красота. 2 в 4 тащит команда Нави. Так, замечает Вайпера, замечает второго, третьего, Саске, какая красота, забирает он троих, лишь Бардольф играет на размене. Ну вот в нем участвовали просто не такие известные команды, да, то есть как бы такой маленький турик. Как вам показалось, с ними сложно, противостоять им, или вам это легко далось в этот раз? С ними было сложно. Многие из команд делали непонятные вещи, к которым мы не были готовы. И мы для себя открыли, так же, как я думаю, и вся Европа, команду новую, новый микс, который был на то время. Это Лондон, который сейчас показывает очень хорошие результаты против тир-1 команд. 4 на 4, уже неплохо от Фикю. Минус по Клауду, минус по ССК. Арчи на размене, только один размен имеется в этой игровой ситуации. 2 размена, хорошо. Бун на размене вдвинулся в ответ. И уже 2 на 1. Есть информация. Дрон прочекал информацию по Арчи. И Арчи что творит? Трипл килл от него, но Бу и здесь справляется. Очень Лаут у нас находится в миде. ССК, я думал, сейчас шашлык поставит, но забирает только пока что Дестрина. Еще минус по Молси. Важных 2 фрага, наиважнейших, наверное, даже. Трипл килл здесь от ССК. Все-таки забирает Бу здесь Дина. ССК трипл, квадрокилл, 1 на 1 остается против Совы. Мало времени остается. Ну что, где тиммейт? Да ладно. Ой, какая жесть, ССК. Ну он 1 в 4 потащил этот клатч. А какие-то еще команды, как вам показалось, были такие достойные соперники для вас? Ну, из ЦИС региона, наверное, были только ОБГ, и они как раз-таки тоже проиграли Лондоном. Кирилл, тебе как вообще показалось, играть было сложно? Да, но у нас перед этим был отпуск 10-дневный после ВКТ. Хоть я и был не в лучшей форме, но для меня было на самом деле несложно, очень легко, но мы проиграли, я думаю, из-за того, что просто нам не хватило немного времени. Ну и плюс, как говорится, турик не в приоритете. А будете еще играть праки, например, с этой командой? Мы уже играли, наверное, раза 3 за время, после того, как сыграли этот турнир. Просто пракались с ними тоже, да. Хорошо, а расскажите, как проходят ваши дни сейчас? Вот вы уже готовитесь к более серьезному турику, у вас там каждый день тренировки. Как вообще настрой? Настрой хороший, тренируемся очень много. Как день проходит, давай расскажет Кирилл. Как наш день проходит? На самом деле, после ВКТ немного мы поменяли свое расписание. Мы начали больше тренироваться. Где-то мы теперь уделяем время тренировкам не 7 часов, а где-то в среднем 9-10, потому что у нас уходит 2 часа на разбор, потом 5 праков и разбор 5 праков после тренировки. Вот, в принципе, день усложнен, но поначалу было тяжело привыкнуть к 5 пракам, потому что после 4 это тяжело. Но потом было очень легко. Ну, сейчас уже легко, то есть ты не замечаешь 4 или 5 праков, но для меня лично.
Дима, а это твое было, кстати, решение чуть увеличить расписание, или это всеобщее? Вы вместе всей мы командой такие вопросы решаем вместе. Мы пробовали и увеличивать количество праков, потом просто пришли к тому, что нам нужно сейчас больше не праков, а больше времени на разборы, и пришли к этому. А в целом мы тренируемся 6 дней, 1 выходной сейчас. К новому турниру вы готовитесь к конкретным командам, разбираете их, или просто в целом? Пока еще готовимся в целом, но чуть позже будем уже конкретно по командам разбирать. Будут у нас дни, отведены именно этому. Вы будете прям ко всем готовиться или к кому-то конкретно? Мы будем готовиться к своим соперникам. Зачем готовиться ко всем, если мы можем с ними даже не встретиться? А хотелось бы встретиться, например, с гамбитами? Мы с ними уже много раз встречались. Это конкретно не так уж сильно и хотелось, так сказать. Ну, получится так, встретимся, окей. Ну, нету ни боязни, ни чего-то такого. Нам без разницы, против кого играть. Также хотела еще спросить, в этом месяце вышло вроде как 2 новых патча, 3.07 и 3.08. Это как-то сильно повлияло на ваши заготовки к игре? Больше всего повлияла новая карта. Their efforts were noble, but sacrifices must be made. Это плюс дополнительное количество времени на разборы, изучение карты, плюс ты не понимаешь, как там играют все соперники, потому что куча пиков разных. Конкретно на наши заготовки пики особо сейчас не влияют патчи, просто нужно очень много времени для того, чтобы новые пики нарабатывать. Все. А так как-то нет. А думаете, будут брать эту новую карту Fracture? Да 100%. Ее уже берут. Она прикольная на самом деле. Это для командной игры. Для матчмейкинга очень сложная, но если в командной игре действовать, то она очень легкая. Там же в этом турике вроде будет выбирать домашнюю карту. Мне просто интересно, как вы думаете, будет ли кто-то выбирать как домашнюю вот эту Fracture? Многие команды будут выбирать слабые карты оппонента. Они не будут выбирать свои лучшие. Ну, наверное, 80% случаев, я думаю. Так намного тоже, проще, да, играть. Тоже, думаю, да, скорее всего. Ну, у нас очень большой пул карт, поэтому я думаю, мы сможем так сделать. А расскажите вообще, вот как вам нравится, когда выходит новая карта или новый герой появляется? Или это больше значит, что какой-то будет фактор рандома на туриках? Не знаю, это больше индивидуально, мне кажется. Кто-то говорит, ой, какой крутой патч, а кто-то говорит, ой, какой плохой патч, и все. Да это и рандомно, и индивидуально одновременно. Ну, не знаю, ты же не можешь как-то в соло за команду выиграть индивидуально, поэтому я думаю, это больше рандомно, если новая карта выходит. Но она уже вышла, на самом деле, много времени назад, поэтому рандом будет по минимуму. То есть уже есть и игры, на которых можно что-то посмотреть, и вообще уже можно было за это время структурировать игру на этой карте, поэтому рандома не будет. А новый персонаж выйдет только 16 ноября, по-моему, и на турнире его еще не будет точно. Да, ну просто да, было интересно, что вроде как, с одной стороны, это прикольно, какое-то разнообразие в игре добавляется, но с другой стороны, немного сложнее будет в плане киберспорта. Да, Хорошо, ладно, да. Go next. Да, Go next. Скажи. Все, мысль пропала, я умираю. Хорошо, вам больше нравится играть Best of 3 или Best of 5? Best of 5. Best of 5 тебе нравится играть? 100 Конечно. часов? Больше карт, больше скилла показывает, больше чего-то вообще. Что ты зря сидишь по 5 тренировок в день играешь, чтобы просто сыграть Best of 3, конечно, Best of 5. Не знаю, это тоже, наверное, индивидуально. Мне кажется, большинство ответит Best of 3. Best of 1 это рандом, Best of 3 это какое-то количество нормальных карт, Best of 5 не всегда легко играть. Ну, видишь, Кириллу нравится побольше играть. А когда вот в день какого-то важного турика, вот, например, тоже там 4 числа, вы будете ставить праки перед самой игрой? Да. Да. То есть вы не сильно устаете после этого, да? Ну, не праки, а прак один. Да. У нас обычно один прак, плюс разминка.
Но это позволяет проснуться хотя бы для того, чтобы у тебя не было первой разыгровочной. Тем более в Best of 1 это недопустимо, так не получится. А расскажите, вот вообще, как вам формат этого турнира, который будет? Вот эта сама идея про выигрывание домашних карт, она вроде интересная, но с другой стороны новая, да? Как бы, в принципе, расскажите, как она вам? Идея прикольная, но она же будет не сразу будет Best of 1 в группах, поэтому всем еще нужно дойти до этой стадии. Ну а так, в целом, идея прикольная. Посмотрим, кто что будет пикать, вот и будет уже понятно. Хотят ли свои сильные карты показать, либо наоборот показать, что они видят слабые карты соперника. Вы примерно знаете, да, какие у каждой команды сильные и слабые карты? Думаю, да. Да. Бывает такое, что это всегда тоже там может быть какой-то рандом, что вы думаете, что они не готовили эту карту, они над ней там наоборот больше работали. Ну, в большинстве случаев ты ответишь, что нет, это не рандом, ты понимаешь, как их выиграть, ну, тем более ты знаешь, что это их слабая карта, но потом ты видишь, как играли Гамбит на Хавене в прошлом турнире и выигрывали всех, хотя они его даже не практикуют и брали там абсолютно матчмейкинговские пики и просто на индивидуалке выигрывали, поэтому это такой тоже вопрос. Ребром. С приколом. А вот вы над своим маппулом как работаете? Там можно иметь какое-то минимальное количество рабочих карт или нужно прям все прорабатывать, если у вас есть какие-то те, на которых вы чувствуете себя неуверенно, вы над ними там работаете еще больше? Да, это есть такое. Ну, мы стараемся сейчас играть все карты, но, наверное, со временем придется идти к тому, чтобы делать определенный маппул, потому что ты практикуешь все карты, а потом твоя самая лучшая карта становится самой худшей, непонятно из-за чего. Просто потому, что ты ее там какое-то количество времени не практиковал. Поэтому будем как-то тоже над этим думать. А новую вы уже тоже подготовили достаточно хорошо, да? Да. Скажи, когда ты играешь, ты думаешь о призовых и о возможности, ну, типа, о каких-то возможностях после выигрыша? Или думаешь, сконцентрирован на самой игре и играешь ради самой игры? Блин, ну, я думаю, это у всех есть, типа, когда ты не тоже запускаешь, но когда ты сидишь перед турниром, ну, там, за 5 дней такой думаешь, блин, забрать бы первое место, я бы себе там топ, может, прикупил, а когда на сам турнир запускаешься, естественно, ты думаешь о том, как размазать щепки своего оппонента, просто снести их со своего пути, уничтожить, ну, вот все такое. А так, конечно, типа, ты думаешь такой, блин, неплохие бабки там, надо бы выиграть. Делить неубитого мамонта. Можете проанализировать, что изменилось в вашей команде за последнее время? Может, появилась более слаженная игра у вас? Ну, не появилась, точнее, просто стала более слаженная игра. Появилась, наколдовали. Да нет, на самом деле, в последнее время у нас, во-первых, мы стали универсалами за это время, то есть поменялись роли, но не агенты, наверное. Мы поняли, что мы можем играть на разных картах разными пиками, потому что у нас многие люди... Они, как это называется... Ну, я забыл, короче. В общем, могут менять агентов. Ну, коммуникация, мы работаем над ней. Я думаю, больше всего то, над чем нужно работать было. Мы работаем над ней. Понимаем вещи, которые не понимали до этого, наверное. Ну, и просто тренируемся. Там, личные скиллы, все такое. Вот, как-то так. Не ссоритесь? Нет. Ну, я бывает ссорюсь, с кем не бывает в жизни. Это состав, это как отношения с девушкой в реальной жизни, только там 4 человека, у каждого свой характер. Очень тяжело к этому подходить, на самом деле. Вот, поэтому, естественно, находишь компромиссы в каждой ситуации. А что ты со всеми ссоришься? А почему я со всеми ссорюсь? Я просто привел пример. Значит, только что затильтовали, Дима, иди разберись. Кирилл — это самый вообще безобидный мальчик-одуванчик. Спасибо. Доволен вообще своими игроками? Я доволен, конечно. Мы Дима растем... это абузер. Дима абузер. Да, Почему? я абузер. Я не знаю почему, но пускай так будет. Я доволен тем, что все работают над своими слабыми сторонами, стараемся быть лучше, и уже есть в этом во всем успехи, в особенности в нашей коммуникации. Маппули, который у нас был, например, слабыми картами, мы чуть ли не сделали их своими самыми сильными, поэтому
Я доволен, да. Времени, как всегда, как-то мало до турниров, хотя вроде ничего не предвещало такого турнира, так сказать. А как вы вообще попали на этот турнир? Я видела, что вы заменили команду. Как это произошло? Гилд. Да не знаю, гилды снялись, мы вместо них попали. Вот и все. Как-то так. Не знаю, почему они снялись. Или вы там как-то... У нас и был инвайт. Просто так получилось, что мы были, получается, какой там 17-й командой. И все. Гилд снялись, мы попали. Ничего необычного. А как вам кажется, Valorant вообще потихоньку развивается, становится больше турниров, и, как вам кажется, может будет больше ланов в будущем? Или пока все так стабильно? Ну, всему виной коронавирус. Если смотреть по тенденции того, что проводится в Доте, в Counter-Strike и в других играх, опять возобновляются ланы. Даже при условии того, что сейчас там 4-я волна, мы надеемся, что будет много лан-турниров. Лан-турниры — это всегда крутые эмоции, большие призовые, много вьюверов и прочее. Ланы — это круто. Не показалось, ты сказал Лана или Лана? Я чуть не понял. Ну, Лана тоже круто. И Лана — это круто. Женский Valorant. Как вам кажется, это круто? Женский Valorant — это вообще класс. Вообще согласен, да. Чтобы потом не нападали на меня, это вообще просто бомба. Watch out. Мы смотрим, кстати, немножко женского Valorant. И как? Да. Во время Очень перерывов прекрасно. между браками. Ну, блин. Не, ну вот серьезно, на уровне девушки играют с парнями или чуть-чуть слабее? Не на уровне, конечно, Не на но уровне. есть исключения, которые играют очень хорошо, и девочки, которые просто играют хорошо. Дело в том, что количество девушек, играющих в компьютерные игры, и количество мужчин, играющих в компьютерные игры, несравнимо, поэтому просто из той же селекции людей, которые лучше, хуже, не может быть так, что один и тот же уровень игры. Ну, да. Наверное, в Но этом вам было проблема. бы интересно сыграть против женской команды? Если мы не особо хотим играть с Гамбит, ну нам без разницы, поставят, будем играть. Кстати, Кирилл, ты бы хотел, чтобы твоя девушка играла в Valorant? Моя девушка играет в Valorant. Она играет. О, класс. Вот так вот. И она стримит? Или она играет в команде? Или просто играет для себя? Пока непонятно, но вроде играет, и не знаю, ее планы это что-то с чем-то. Так, это интервью мы пишем 31 числа, и у нас сегодня и день Хэллоуина, и КС играет на мажоре, и у вас сегодня квалификация в турнир. Какие у вас вообще сегодня вот планы на вечер? Что из этого вы будете делать? Чем вообще займетесь? Для начала нужно выиграть турнир. Посмотреть Квалификация, КС, поболеть за Нави, взять сухариков каких-нибудь. Вот, потом пойти поиграть в Valorant после КС. Куда без этого вообще? ДМчики, ММчики. Это вообще очень важно. Праздника у нас как такового не будет, скорее всего. Ну, просто нет на это времени, можно так сказать. Но морально мы со всеми вами, да. Давайте напоследок немножко дам вам мотивации или возможности пофаниться. У нас будет микрорубрика. Я подготовила для вас цитаты известных спортсменов и киберспортсменов, которые вы, может, раньше даже и не слышали, но попробуйте сейчас как бы их угадать, а точнее просто продолжить цитату, и вы можете продолжить как захотите. Это может быть либо смешно, либо действительно вот как она звучит правильно. Понятное правило? Да? Да. Класс. Если человек встает после падения, это... Это молодец. Если человек стоит после падения, то он силен духом. Вообще изначально... Бой! Потом эти цитаты будут разбирать под подписи фотографии в Инстаграме. Так, это вообще сказал Майк Тайсон. И звучит оно как: если человек встает после падения, это не физика, это характер. Уф. Давайте дальше. Ау! Это Безумно мотивирует. можно быть первым. Я же говорю, мотивирую вас, чтобы вы сегодня хорошо сыграли. Цитата Дэнди. Когда что-то сбивает тебя с ног... Сбейся. Это баратрум. Так, ну звучит оно: когда что-то сбивает тебя с ног, нужно научиться вставать. Согласны? Ну да, конечно. Конечно, да.
Цитата Зевса. Выиграть турнир — это не такое уж крупное событие. Самое сложное — это... Выиграть мажор. Блин, просто с языка, Кирилл. Ну, тут сказано всегда двигаться вперед и продолжать череду побед. Но Ты просто череду такое, побед на у мажоре. меня ассоциации того, что Нави ни разу мажор не выигрывали, и Зевс про турниры говорит, я подумал, выиграть мажор. Кстати, давай тогда про мажор. Это цитата Так. девайса. Проиграть финал мажора, пожалуй, самое худшее чувство. Лично я... Продолжите. Проигрывал несколько раз. Лично я заедал ночами такую сильную боль. Так, ну девайс никогда не проигрывал мажор. И он сказал, лично я его не испытывал, но проигрывать любой финал очень сложно. Фига, Вот нифига так он вот. крутой, он Блин, какой-то ну эгоист. вообще, да. Он тупо Ну ладно, жёсткий. в этом мажоре Нави ему покажут, как испытывать данное чувство. Он просто не дойдет до Ба-бам. финала за такое ЧСВ. Simple сказал. Мне нужны новые хейтеры. Старые уже... Не те. Уже стали... Нет, подожди. Старые уже не то что пропали, а превратились в фанатов, да, и нужны новые хейтеры. Класс, ты слышал, да, ее раньше? Да. Хорошо, ну и Майкл Джордан сказал, я могу принять поражение, но я не могу принять... Чего, если он может Поражение. принять поражение? Ничью. Не знаю. Я могу принять поражение, не могу принять. Что не можешь принять? Вот что я, например, в повседневной жизни не могу принять? Подъем в 7 утра. Не могу смириться. Хотелось бы, конечно, очень серьезное что-то сказать, но что-то вообще ничего в голову не идет. Скажи, как чувствуешь? Он ничего не чувствует, он Я не вампир. чувствую, да. Как тебе вставать в 7 утра норм? Мне вообще без разницы. Я готов под любой график. Ничего себе, ну ты все, получается, можешь принять. А Майкл Джордан не может принять отсутствие попыток. То есть фраза звучит, я могу принять О. поражение, но я не могу принять отсутствие попыток. Ну, я замотивирован, фраза. это просто Это крутая фраза. жесть. Класс. Это как бы и была цель нашего сегодняшнего интервью, чтобы вы просто разорвали сегодня всех ваших соперников. Let's go! Надеюсь, вам очень понравился этот видеоролик. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за нашими новостями и подписывайтесь на наши соцсети. Всем удачи, всем пока.